Это история о том, как из любого народа можно сделать все, что пожелаешь. Главное – захотеть. Это история о том, как, несмотря на те бедствия, что руководитель страны принес своим бестолковым правлением, народ под влиянием пропаганды видел в нем своего идола. И если вы думаете, что это было вчера, а сегодня другие времена, то нет. Потому что тоталитаризм приспосабливается и мимикрирует. И яркий пример тому Россия. Она 30 лет после распада СССР прикидывалась демократией. И самое удивительное, что ей это удавалось. Это просто высший пилотаж. Тут возразить нечего. Притворись демократом, но делай свое тоталитарное дело даже открыто. И все будут помалкивать, обниматься с тобой, целоваться и строить северные потоки. Этот опыт уже изучают юные политтехнологи. Они все время учатся, в отличие от 75% населения Земли, которые созданы для того, чтобы поглощать их технологии в невероятных размерах. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Итак, пока прагматики тащили Китай из пропасти при помощи рыночной экономики и предоставления относительной свободы литературе и искусству, Мао находился в тени. Он ушел в семью и пришипился. Видимо, еще и потому, что боялся тот период предъяв. В цементе его власти были еще какие-то раковины и пустоты, он их, конечно, залил кровью, но все равно побаивался. Когда же понял, что все позади, что власть его прочна, хоть гопак на ней танцую, он и начал устраивать свои дикие танцы. То есть продолжать свои опыты над человеческими душами. Но народ уже подустал от его экспериментов. Народ был сыт по горло бесконечными кампаниями и репрессиями и желал обещанного покоя. «Где же эта гребаная стабильность?» – вопрошали китайцы друг друга на кухнях. «Когда наступит этот чертов коммунизм?» Дэхон 32 года, а Ван Юю 42. Они прошли все этапы воинствующего коммунизма и жаждали нормальной жизни. Они героически переносили все трудности в период стяжки и цементации власти, потому что питались надеждой, что они строят нормальную жизнь. В период финишной обработки они дрогнули и стали что-то подозревать. И не только они, таких чиновников было до хрена. И Мао почувствовал, что теряет контроль. На него напал мандраж. Ведь он себя ассоциировал со Сталиным и не мог понять, как можно было отстранить живого Хрущева от власти. Предстояла новая битва, и он ее предвкушал, потому что это сулило новую кровь и новые победы. Он представлял себя трагическим героем против мощного врага своей собственной огромной партийной машины. И Мао написал какую-то статейку с призывом к борьбе, но многие газеты отказывались публиковать ее, потому что понимали, что это начало очередной охоты на ведьм. Ван Юй считал Дэн Сяопина достойным стать у руля и тоже противился печатать ту статейку. Но Мао уже решился. Цель – замена ключевых организмов в Политбюро, перепотрошить партийных чиновников. И кинул лозунг «Сначала разрушь, а строительство потом само по себе позаботится». Партия его уже не волновала. Мао рассматривал себя по старинке императором, какой к черту коммунист. И он создает новый орган, группу по делам культурной революции, куда вошли его бывший секретарь, глава разведки и мадам Мао, как фактический лидер этого органа. И с июня 1966 на население обрушились заголовки в газетах с призывом установить абсолютную власть председателя Мао, сметая всех классовых врагов. Современные диктаторы все это делают не так открыто. О Путине и речи нет. У него абсолютная власть, но шел он к ней как ФСБшник, скрытыми путями, ломая Конституцию и облекая каждый свой шаг в требования народа. В Україні влада сконцентрувалася в Офісі президента та зосередилася у синдикаті «Велике будівництво». Із 2019 року Конституція де-факто в ігнорі, закони взагалі перестали працювати, 95-й квартал розповзся по ключових комітетах і міністерствах, силових органах. Все це навіть не опікуючись дотриманням якоїсь пристойності. Повернули у владу люстрованих, згорнули всі реформи децентралізації, поліції та військові програми. Погугліть, щоб дізнатися про це більше. Культурная революция началась с слепки идола из Мао.
Для этого выпустили книгу цитат Мао. Громкоговорители на улицах, в гостиницах, в учреждениях выкрикивали слоганы того периода. Председатель Мао – красное солнце в наших сердцах. Мысль Мао Цзэдуна – наша линия жизни. Мы разгромим всех, кто бы не выступал против председателя Мао. Люди всего мира любят нашего великого лидера, председателя Мао. Плакаты с фотографиями европейцев, которые разгребают книги Мао, как горячие пирожки. Цель – вызвать национальную гордость у китайцев своим лидером. Это нам тоже знакомо. Воспитать слепую любовь, закрепить ее на нейрофизиологическом уровне намертво. С таким воздействием хоть бомбы на голову им кидай, но обвинять будут Байдена, а не своего идола. Один селянин повесил на стене в своей хате 32 портрета Мао. Также сделали это и в классной комнате, где училась Джан. Но скоро заставили портреты снять, потому что пошел слух, что тот селянин использовал портреты Мао как обои, потому что они были напечатаны на хорошей бумаге, притом достались ему бесплатно. Нацию опять ввергли в состояние постоянной тревоги. В школе начались бесконечные митинги, на которых Юнь-Джан критиковали, что у нее семья на первом месте, как когда-то критиковали за это ее мать. Газеты громили острым словом буржуазную интеллигенцию за то, что она отравляла умы молодежи, внушала им готовиться к возврату чанкайшистов. Вот они уже на пороге, чтобы свергнуть нашего любимого Мао. В результате китайцы впали в уныние в предчувствии очередной надвигающейся катастрофы. И она пришла. А дело в том, что подросло новое поколение, свеженькое, еще не утомленное от всех этих бесконечных кампаний и репрессий. И у этого нового поколения бурлила кровь, чесались руки, энергия рвалась наружу. И в августе 1966 возникли миллионы отрядов красногвардейцев по-китайски хунвейбинов. Самые первые хунвейбины – это были дети высокопоставленных чиновников. Мадам Мао заметила их и дала им аудиенцию в июле 1966-го, после чего Мао написал им открытое письмо и предложил самую горячую поддержку в борьбе против реакционеров. Для молодежи это была как поддержка от самого Господа Бога. И началось. Интересы совпали. Мао нуждался в новом терроре и хаосе, а молодежь жаждала приключений. Это как банда хулиганов, только те незаконно безобразничают, а тут от власти полный вперед. Командовала хунвейбинами группа по культурной революции. Хаос нуждался в жертвах, а самые удобные находились совсем рядом – учителя этих самых хунвейбинов. И вот на грандиозном митинге 18 августа в Пекине выходит правая рука Мао маршал Линь Бяо и призывает хунвейбинов смести все старое – идеи, культуру, традиции, привычки. И начался беспредел. Нет возможности все это описать. Отряды отморозков просто вышли на улицу и громили все, что попадало им под руку. Заходили в дома, срывали старые картины, жгли антикварные книги, громили античную мебель. И, естественно, избивали и унижали хозяев. Многие писатели и артисты совершали самоубийство после такой резни и позора. Хунвейбинам при этом дали списки классовых врагов. Волна всех этих безобразий прокатилась по стране. Хунвейбины входили в дом, хозяева должны были им глубоко кланяться, после чего их калашматили. Но самое изощренное – это унижать их до такой степени, чтобы люди теряли человеческий облик. Театры и кинотеатры превратились в пыточные. Все началось с Пекина. Пока что до Сычуана доходили только отдаленные слухи о беспределе. Но потом в школе, где училась Джан, начали тоже создаваться такие отряды. Пока еще они были бесформенные. Не было обязательного членства, просто собирались группы, и кто хотел, к ним присоединялся. Но если постоянно игнорируешь нападение на дома, то это скоро станет заметным и спросят, а почему это ты в стороне? Называли хунвейбинов малышами Мао.
Потом в школе заметили, что Джан чересчур мягкотелая и приказали участвовать ей в налетах, чтобы она хоть немного ожесточилась. Ну вы понимаете, надо было в хунвейбинах прописаться, как в обычной банде. Но Джан считала, что это ужасно останавливать прохожих и обрезать их длинные волосы, резать узкие брюки и юбки, отрывать их высокие каблуки. В Чэнду был знаменитый чайный дом, уникальное место. Это как пабы для британцев. Люди там читали, играли в шахматы, культурно проводили свободное время. Тут забегает орда, шахматы пораскидали, людей поразгоняли, потому что все это буржуазные привычки. Так подростки брали власть над старшими и упивались этим. На этом этапе критика и самокритика уже стали неактуальными. Слишком мирная балабольня. А главным оружием культурной революции стали митинги по разоблачению, на которых учителей, чиновников избивали часто ногами, заставляли часами стоять на коленях или держали в позе самолета. Эта поза стала отличительной чертой митингов разоблачения. Была одна учительница, которую Джан очень любила, так ее специально заставили смотреть на то, как с этой учительницей будут расправляться, чтобы девушка получила урок революции. Учительницу сначала били, потом свалили на пол и пинали ногами, заставляя несчастную просить прощения у своих мучителей. Джан на ватных ногах добрела тогда до дому, там закрылась, она не могла видеть людей. Потом школьников разделили на 3 категории. Красные из семей рабочих, селян и революционных чиновников, черные – дети землевладельцев, богатых селян, всяких правых, серые – дети продавцов и клерков. И понеслась. Одна девушка была из хорошей семьи, папа известный экономист. При коммунистах вели обеспеченную жизнь, роскошный дом, все в шоколаде, изысканный сад, коллекция старинных табачных флакончиков, которые их дедушка привез из Оксфорда, когда там учился. И вдруг эту девушку отнесли к категории черных. Ее же одноклассники пришли к ней в дом, все там погромили, избили ее родителей и дедушку пряжками от ремней. Ей самой выстригли волосы, инь-янь, то есть полголовы на лысо. Другая девочка была ярая поклонница коммунизма, лидером юношеской лиги, шпарила цитатами Мао с утра до вечера и сверяла свои поступки с тем китайским мальчишом-кибальчишом. Лео Фенем, как там его, но ее вдруг отнесли к черным, потому что ее отец был офисным работником, и наказали, заставили вырывать траву со спортивной площадки. А чтобы еще больше унизить, вообще остригли налысо. Красные читали ей всякие лекции с оскорблениями. Девушка, как ярая маоистка, пыталась возражать им, доказывать, что она предана председателю Мао больше их всех взятых. Но ее саданули хорошенько и объяснили, что она недостойна говорить о преданности Мао, потому что она классовый враг. И та девушка выпрыгнула из окна и осталась калекой на всю жизнь. Когда Джан ее встретила через некоторое время, та шла на костылях, в ее глазах зияла пустота. Ван Юй, это его фото 1966 года, как мы знаем, был старый коммунист, прошел все тернии, но и он был подавлен тем, что нарушались базовые права людей на защиту. В Китае не было других путей выразить свое недовольство, как обращаться к лидеру нации. Ван Юй хотел написать Мао письмо, но Дэхон его еле отговорила, понимая, что ее муж – это защита семьи, и если его упекут, то дети автоматически перейдут в разряд черных. Но сычуанские власти искали козла отпущения, чтобы отвести от себя гнев хунвейбинов и задобрить их. А Ван Юй работал в сфере культуры, главной цели культурной революции. И 26 августа его пригласили на митинг в Сычуанском университете, где как бы все руководители провинции собрались по старинке выслушать жалобы. Но студенты уже чувствовали себя хозяевами положения и пришли только за тем, чтобы устроить бардак. И пока Ван Юй взывал их к порядку, все чиновники по-тихому свалили и оставили его одного отдуваться. После этого Ван Юя посадили под домашний арест, типа ради его же безопасности. Дети его оказались под угрозой перейти в категорию черных. И вот интересный момент. Пришли арестовывать Ван Юя товарищи по работе и партийный комитет провинции. А Дэхон подумывала обратиться в полицию, но, как пишет автор, та не играла никакой роли, типа молча за всем этим созерцала. И тут я словила себя на том, что, читая книгу, я вообще ничего не знаю о китайском КГБ. Автор о них не упоминает в своей бытовой жизни.
И получается такая картина маслом. Мао так выстроил свой режим, что люди сами сжирали друг друга. Это отличие от России, где они держат в узде свой народ при помощи репрессивной машины уже 100 лет. Там полиция, ФСБ, Росгвардия, армия, все направлено на подавление либералов, как у них называют оппозицию. То есть пока китайцы сжирали друг друга, полиция и спецслужбы как бы наблюдали и покуривали в сторонке, потому что им запретили вмешиваться в эти разборки. Короче, Дэхон поехала в Пекин, там походила по кабинетам, утрясла вопрос, и Ван Юя выпустили. А Джан пришлось примкнуть к хунвейбинам, чтобы не попасть в категорию черных. В октябре-ноябре 1966-го она совершила паломничество в Пекин, чтобы увидеть Мао на площади Тяньаньмэнь. Великий Кормчий все еще продолжал окучивать молодежь. Поездка была неплохо организована, паломников обеспечивали питанием, им проводили экскурсию. Это фото ноября 1966 года. Джан сидит вторая слева на площади Тяньаньмэнь, как Хунвейбин с друзьями и летчиками, которые проводили с ними военные учения. У Джан на руке повязка Хунвейбина, одета она в мамин ленинский пиджак и штаны в заплатках, чтобы выглядеть по-пролетарски. Все держат в руках маленькие красные книжки в стандартной на то время позе. Но спали дети в школе на матрасах под тонкими одеялами, целый месяц с ними проводили военные учения, пока они ждали Мао, и Джан вернулась домой с опухшими коленями от ревматизма. И начался новый этап марлезонского балета. Мы уже устали это слушать, а ведь это была жизнь китайцев. Родители Джан объявили сторонниками капитализма и начались преследования. И тут такой момент. Обычно у диктаторов два пути. После этапа финишной обработки населения, когда власть прочно укрепилась, то некоторые диктаторы ситуацию стабилизируют, как это случилось в Северном Китае. Делают из страны такой зоопарк, народ держат впроголодь, но в повиновении, а сами живут в свое удовольствие. Но Мао – это другой системы граната, ему этого мало. Он выбрал путь постоянных пертурбаций. Ему надо было перманентно колотить свое государство. Всю страну он распределил по юнитам. В каждом юните свой лидер, в каждом юните свои активисты, мятежные хунвейбины, или кратко мятежники. Это было организованное противостояние. Атаку Мао направил против собственно родной партии, типа с целью установить народную власть. Наступила эпоха митингов разоблачений, жестких публичных зрелищ, на которых людей объявляли классовыми врагами, публично унижали, избивали и пытали. И все это делали их коллеги, ученики и одноклассники. Вот в чем заключалось иезуитство. Вот так Мао прекрасно обходился и без КГБ. Ван Юя и Дэхон постоянно вызывали на эти митинги разоблачений их же сослуживцы, но пока это были цветочки. В 1967-м культурная революция перешла во вторую фазу. Если в первой фазе создали атмосферу террора при помощи хунвейбинов, то теперь Мао поставил цель заменить буржуазные штаб-квартиры и существующую партийную иерархию своей личной системой власти. Лю Шаоци и Дэн Сяопина разоблачили и задержали. Мао призывал мятежников захватить власть на местах. Под захватить власть подразумевалась лицензия на отстрел людей. Понятно, что все кинулись в ряды мятежников, чтобы спасти себя и свои семьи. Началась война между юнитами за власть. В Чэнду, например, за власть боролись две группировки: 26 августа и Красная Чэнду. Причем последние были более-менее вменяемые. Но под прицелом обоих группировок оказались именно партийные чиновники. Дэхон начал беспрестанно вызывать на митинги разоблачений. Там в составе парада таких же чиновников ее водили по улицам с клоунским колпаком на голове и табличкой на шее. Чуть ли не на каждом шагу врагов народа ставили на колени и заставляли делать толпе каутау. Толпа смеялась и требовала более глубокие каутау, чтобы голова несчастных громко билась о каменную мостовую. Зимой Дэхон заставляли часами стоять на коленях на улице. У нее от всего этого начались кровотечения. Ван Юя тоже вызывали на такие митинги разоблачений, на которых он возмущался, что он всю жизнь посвятил себя борьбе со старыми привычками, он строил новый Китай, он хотел лучше, а получилось как всегда.
При этом Ван Юй был уверен, что Мао всего этого ужаса не знает и порывался ему письма писать. Первый признак тоталитарного общества. Справедливости на местах нет, полиция и суды не работают, а вы думаете, что ваш правитель ничего не знает и порываетесь писать ему письма, чтобы рассказать о всех этих безобразиях. И вот, в феврале 1967-го терпение военных лопнуло, и они попытались прекратить этот беспредел. Состоялась их встреча с политиками, военные скооперировались с политбюро, и это стало для Мао поворотным моментом в его безумии. Известно, что уговаривать маньяка бесполезно. Мао дали понять, что его игры в войнушку не всем по душе. И тогда он тупо политбюро заменил Министерством культурной революции, а военный комитет своим персональным офисом, который он контролировал через свою жену, а на места порассылал делегатов организовывать революционные комитеты. И тут всплывает супружеская чета Тинь. Помните, из-за которых Ван Юй сбежал в Чэнду? Эта семейка возглавила революционный комитет провинции Сычуань. Вот вы понимаете, дерьмо всегда всплывет в больном обществе. Если нормальные люди хотят одного, просто работать спокойно, жить и иногда развиваться, то всегда находятся упыри, которые пролазят по всем коридорам власти. И некому им в больном обществе дать по рогам, потому что они там строят сногсшибательную карьеру. Эти тины сделали карьеру буквально по трупам. И вот после назначения они даже пришли к Ван Юю и предложили сотрудничество, но тот отказался. Мстительные тины его тогда арестовали и стали гонять на митинги разоблачений. В итоге психика Ван Юя не выдержала до такой степени, что Дэхон пришлось выпросить какой-то садовый домик и переехать туда с детьми и матерью, потому что однажды он вцепился ей в горло. Еле устроили Ван Юя в психиатрическую клинику, где на него надели смирительную рубашку и поставили диагноз – острый приступ шизофрении. Надо отметить, что хозяйство семьи вела бабушка Юйфан, а все это время все чиновники, даже разоблаченные, получали зарплату, питались в бесплатных столовых, а дети часто жили при школах, у них была какая-то отдельная жизнь. Так вот, Ван Юй поступил в психиатрическую клинику, и там его лечили электрошоком и уколами инсулина. Страшно болезненные процедуры, но через 40 дней он пришел в себя и, можно даже так сказать, подлечился. Летом 1967 года борьба между фракциями мятежников разразилась, по сути, в гражданскую войну по всему Китаю. Вы видите, что отстранить от власти уже Мао невозможно. Все зашло слишком далеко. Мао стал идолом, и народ сметет любого, кто будет на него покушаться. Джан говорит, что несмотря на гонения на родителей, она все же испытывала в то время к Мао чувство благоговения. Руководители органов безопасности Кан Шен и мадам Мао, кстати, бывшая актрисулька провинциального театра, возглавляли культурную революцию и призывали военных вооружить мятежников типа для самозащиты. На фото Кан Шен вверху справа, а мадам Мао – это то чмо вверху слева. Мао поколебался, но все это благословил, так как он млел от предвкушения кровавой бойни. Мао сказал: совсем неплохо позволить молодежи немного попрактиковаться, как пользоваться оружием. У нас так давно не было войны. И начались буквально военные сражения с танками, броневиками, артиллерией, гранатами и пулеметами. За Чэнду сражались группа 26 августа под руководством супругов Тинь и красные мятежники. А у Ван Юя и Дэхон настала новая пора. Их стали время от времени арестовывать. Потом отпускали, они приходили немного в себя и снова в кутузку. Это все проделывалось и с другими чиновниками. Многие из них совершали самоубийство от такой жизни, особенно если от них отказывались семьи. Не все выдерживали это дикое напряжение. От Дэхон супруги Тинь требовали тоже отказаться от мужа, но она на это не шла. Ее провели через 100 митингов разоблачений в Народном парке в центре Чэнду. Опять начались чистки, новые комиссии ворошили прошлое Дэхон. Теперь эти комиссии садили в тюрьму председателей комиссий образца 1953 года. Тюрьму организовали в кинотеатре. Осенью 1968-го Джан носила матери туда еду. У нее было много свободного времени, потому что школы не работали.
И вот в 1969-м семью один за другим стали высылать в различные части провинции Сычуань, как и миллионы других китайцев. В городах все равно делать было нечего, ни учебы, ни работы. И Мао их послал для перевоспитания под лозунгом «Реформа мысли через труд». Ван Юя послали в Мии, это восточная часть Гималаев, 300 миль от Чэнду. 4 дня он трясся туда на грузовике. Лагерь находился по сути в субтропиках со всеми болезнями, и туда стекались чиновники провинции. И таких лагерей насчитывалось тысячи по всему Китаю. Их называли школами кадров. Ссылали и бойцов отрядов мятежников, которых стало очень много, надо было как-то их фильтровать. В январе 1969-го каждая средняя школа в Чэнду получила разнарядку в сельские местности, чтобы школьники жили там среди селян, и те их постепенно перевоспитывали. Так это представлялось Мао. Он сказал: у селян грязные руки и ноги в навозе, но они гораздо чище, чем интеллектуалы. И вот 15 миллионов молодых людей откомандировали селянам на перевоспитание. И тут среди всего этого хаоса обозначился какой-то порядок. Каждому школьнику выдали помощь, чтобы они прикупили одежду, чемодан, сетку от комаров, обеспечили обувью, водой и фонариками, дали карманные деньги, какую-то еду на дорогу. Это семейное фото перед поездкой. Джан, вторая справа, внизу слева бабушка Юйфан. Со времен Большого скачка селяне были организованы в коммуны, которые управлялись продуктовыми бригадами, а те в свою очередь продуктовыми командами. В распоряжении их и командировали школьников. Напомним, что Джан в это время было 17 лет. 27 января школьники выдвинулись на грузовике с 2 лавками в Нинань, что в Гималаях. У каждого чемодан и скатка. Вечером прибыли в Асбестос, где увидели похожих на зомби людей, которые там перевоспитывались на добыче асбеста. На 5-й день их выгрузили возле зернохранилища на вершине горы. Отвели в какой-то барак с дырками вместо окон. Условия ужасные. За водой ходить черти куда. Электричества нет. Все в темноте, потому что масла дефицит, каганец не соорудишь. Спать на голых досках. Все в этом Нинань было так же, как и 2000 лет назад. Техника отсутствовала, и даже домашних животных в виде лошадей или ослов не могли себе позволить гималайские селяне. Каждая капля воды – это драгоценность. Чтобы сходить в туалет, надо было драться куда-то в гору, где была яма рядом с загоном для коз, которые пытались забодать тех, кто вторгается в их владение. Все эти трудности рассматривались как основа реформы мысли, чтобы школьники спустились с гор новыми людьми, похожими на сельскохозяйственных тружеников. Но Джан от всего этого получила только отвращение к трудностям. Ей казалось все это бессмысленным. В итоге у нее по коже пошла сыпь, девушка чесалась день и ночь. Через 3 недели у нее появились гнойные раны, диарея и рвота, а через 26 дней ее отправили назад в Чэнду на лечение. Когда она уезжала, то подумала, что вряд ли она познакомилась с сельскохозяйственными тружениками, которые ее должны были перевоспитать. Они смотрели на пришельца равнодушно, для них это были скорее лишние рты, чем помощники. Горцы эти были очень сдержаны, много не говорили, потому что на такой высоте им надо было беречь энергию. Также Джан словила себя на том, что красотами гор она так особо и не полюбовалась. Семья все еще питалась в бесплатной столовой, и все еще больница была для них открыта, хотя зарплату родителям урезали в половину. Вернувшись домой, девушка обнаружила бабушку в кровати. Обычно Юйфан неутомимо крутилась с утра до вечера по хозяйству, а тут слегла. Веки у нее были опущены, губы плотно сжаты. Вероятно, это была депрессия. Ее психика тоже не выдержала всех этих страшных испытаний. Сама Джан, попав домой, быстро выздоровела и стала планировать, как отвязаться от этого сельского перевоспитания. С несколькими друзьями и братом они придумали план. Надо было походить по присутствиям и получить там подписи с печатями, чтобы законно откараскаться от этого трудового лагеря по-китайски. Вот так она от бабушки унаследовала качество выкарабкаться из, казалось бы, безнадежной ситуации. Джан смоталась в Ибинь, поухаживала
ухаживала там за полупарализованной тетей и намеревалась забрать домой оттуда младшего брата. В это время, в апреле 1969-го, Мао собрал конгресс партии и объявил новое руководство страной. Джан слушала это в Ибине по громкоговорителю. Объявили, что убирают от власти таких, как Лю Шуцин, и военных. Они потом все постепенно вымерли в тюрьмах. Мао суды не устраивал. Тоже его отличительная особенность. Если коммунисты в СССР формально старались оппонентов под трибунал подвести, чтобы показать всему миру, что у них все по закону и до сих пор мы маемся, чтобы своих героев реабилитировать, а комиссии по реабилитации часто в этом отказывают, как это было с полицейским Василием Коваленко, с повстанцем Трифоном Гладченко, о которых мы рассказывали. А Мао просто так небрежно кинет за завтраком. Тот-то и тот-то какой-то скучный стал, и его цепные псы и прихлебатели кидают товарища в Цугундер и там пытают до смерти. И самое страшное, что услыхала Джан по громкоговорителю, непотопляемые супруги Тинь вошли в Центральный комитет. Вернувшись домой, девушка обнаружила, что бабушка уже не встает с кровати. У Юйфан были какие-то непонятные боли, транспорта нет, и Джан с братом ее усадили на багажник велосипеда и покатили в больницу. А больницы все тоже были разрушены, потому что врачи – это интеллигенция, и их надо гнобить. Юйфан осмотрели, но ничего не нашли и сказали, что это соматические боли от нервных переживаний. Лечение одно – поднять себе настроение. То есть депрессия зашла слишком глубоко, но лечить ее в тех условиях было нереально. Назад с больницы Юйфан уже и на велосипеде ехать не была способна, и Джан ее пешком буквально тащила домой на себе, пока добрый человек их не подобрал и не привез на машине. Потом Джан поехала с друзьями назад в Нинань, Гималаи, за печатями и подписями, чтобы освободиться от перевоспитания. Ехали ребята автостопом, ночевали в вонючих гостиницах с клопами. По дороге видели людей, которые боготворили Мао точь-в-точь, как религиозные фанатики. Каждый лидер тоталитарного государства об этом мечтает. Так вот, это был этап идолопоклонства. Какой-то штемп прицепил себе даже значок с Мао прямо на голое тело. А в гостинице утром и вечером всех жильцов вытягивали в холл, чтобы молиться на портрет Мао. Вместо «здравствуй» одна продавщица начала произносить какую-то цитату Мао и превратилась в вопросительный знак на половине фразы. Джан, слава богу, закончила эту цитату, иначе неизвестно, чем все бы это закончилось. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Но в этой поездке у Джан произошел переворот в сознании. Она училась от брата и друга воспитывать в себе здоровый скептицизм и иронию. Именно здоровый скептицизм, потому что излишняя и нездоровая подозрительность – это уже психическое расстройство. Я знаю таких людей, они называют себя скептиками, прагматиками и верят только в мировой заговор. Но, как говорит автор книги, способность скептически мыслить был ее первый шаг к просвещению. Вот чего добился Мао. Реальная реформа мышления, только в другую сторону от его намерений. И еще такой момент. Как только ребята начали приближаться к Нинань, как у Джан опять начались рвота и диарея. Ее друзья опекали и как могли помогали девушке. В итоге они поставили все нужные печати и подписи, счастливые ехали домой, но по дороге попали в перестрелку, потому что фракционная война все еще продолжалась. Чудом выжили в ней, и когда добрались до последней регистрационной конторы, поставили там последнюю печать, что значило, что они легализовались. Диарея у Джан прекратилась. Как видим, организм девушки по-своему боролся с трудностями и направлял ее на путь выживания. По дороге домой она получила телеграмму, что ее бабушка умерла. Позже Джан размышляла над всем этим. Почему Мао уцепился в сельскохозяйственных тружеников и требовал, что все должны быть на них похожими? Что за такая тонкая стратегия реформы мыслей? И поняла, что это потому, что селяне охотно выполняли все его приказы. Они выступали как модель поведения. Сельскохозяйственные труженики были самой беспрекословной и покорной частью населения. И Джан приводит в пример старую пословицу, которую приписывают многим известным людям. If you've got them by the balls, their hearts and minds will follow.